Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня такое видео, совместник, вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Наш совместник называется «Время фиячить». Он ежегодный. В прошлом году мы также его проводили. И я раскрашивала вот здесь. Оксана вроде как, я помню, тоже. Но мы не привязываемся ни к какой раскраске. Вообще ни к чему не привязываемся. Кто сколько хочет, где хочет, там и раскрашивает. Просто весна, первые весенние деньки. Ну и вот мы решили пофиячить. Здесь я вообще, мне эту раскраску подарила Оксана, огромное тебе спасибо, она на день рождения мне ее подарила, а я точно такую же подарила ей на день рождения. Здесь у меня, в общем-то, раскрашена вот эта иллюстрация, по-моему, 3 или 4. Вот такая вот, кстати, на тот момент я говорила, что я здесь абсолютно не вижу фон, и не стала его делать, и еще смело вот здесь заклеила, чтобы, не дай бог, не развалилась. А сейчас понимаю, что вполне стандартный фон, может быть, смотрелся бы и хорошо. Ну и ладно. Так, и еще вот такая иллюстрация у меня здесь раскрашена, и, в общем-то, больше я ничего здесь не красила. Но вот как раз-таки время фиячить, и я решила взять эту раскраску. Вроде бы у меня даже где-то Странно, что-то я здесь выбрала. Ладно, я сейчас вернусь к вам, выберу и покажу. Вспомнила, я выбрала себе вот эту иллюстрацию, просто не сделала закладку. Ну, примерно я представляю, как ее буду раскрашивать. Буду ли я красить на камеру или нет, я не знаю. Вот, сделаю включение или нет, или уже просто в конце покажу результат. Ну, посмотрим. В моем случае абсолютно точно это будет одна иллюстрация, вот эта. Также из того, что точно я буду использовать акварельные карандаши Vista Artista. Здесь я их буду использовать по контуру на цветочке, только единственное, что я еще не решила, какого цвета они будут, но, скорее всего, цветы у меня будут такими слегка желтенькими. Ну, фон стандартный, вероятнее всего, это будет сухая пастель, хотя не факт, может быть, я буду использовать акварель. Пока еще так я с цветом. Ну, цвет, понятно, здесь небо. Будет, понятно, голубой цвет, но либо это просто будет сухая пастель, а если акварель, то, конечно, что-то более интересное, тем более, да и, наверное, я думаю, вот, хотя здесь вот я сухую пастель использовала, но мне кажется, что здесь, потому что односторонняя иллюстрация, то, может быть, есть смысл, как бы, хорошенько поакварелить, использовать акварель в кюветках, ну, раз уж есть такая возможность. В общем, как-то так. Но вот именно эти акварельные карандаши мне нравится именно использовать, когда я обвожу контур и потом просто размываю кисточкой немножко. Получается как раз-таки очень нежно, потому что я не хочу полностью здесь цветы закрашивать, вот эти лепесточки. Я именно хочу, чтобы сохранился и белый цвет, и был такой слегка нежный пастельный оттенок. Вот. Ну что ж. Тогда я приступлю, и да, наверное, скорее всего, это будет желтый цвет здесь. Серединка, не знаю, может быть оранжевая, может быть коричневая, а может быть даже салатовая. Тоже посмотрю, как оно. Вчера вечером, сразу как отсняла начало, я взяла вот от Vista Artista желтый карандаш, по контуру здесь все обвела и размыла. А сегодня уже взяла вот эти цвета, это там Vista Artista, по-моему, ну, я уже не помню, что же, потому что у меня Vista Artista гамма белые ночи, но это точно не белые ночи. Вот. Раскрасила
А листочки я использовала вот этот вот цвет. Сейчас покажу поближе. Вот он на выкраске. И использовала вот этот зеленый. Вот такой. Мне понравилось, знаете, как бы вот именно на небольших пространствах акварель очень интересно здесь ложилась как-то. Ну, вернее, как интересно. Она, по факту, это бумага не под акварель. Бумага ее впитывала, но поскольку пространства небольшие, получалось такое прям плотное-плотное покрытие, очень ровненькое. И потом я вот добавляла здесь немножко темные такие затемнения, да, вот этим вот цветом. И получалось, в общем, мне понравилось. И вот эти два цвета хорошо сочетались. Ну, а карандаш Vista Artista, он вообще как бы хорошо размывается. И здесь размывался идеально. Собственно, Vista Artista у меня еще и вот здесь. Вот также я использовала два зеленых цвета. Тут у меня... Сейчас, минуточку. Ну, от луча вот этот вот набор. Вот этот вот, то, что тут краска телесная, я использовала. Ну, тоже так, по-простому. Дальше. Тут вот у меня Vista Artista. Я использовала фиолетовый, голубой и вот этот вот цвет. Потом размыла. Поверх нанесла луч перламутровый, вот этот вот цвет. Потом я взяла от луча гель с блестками, вот такой, и довольно таким жирным контуром вот здесь все обвела. Ну, вы видите, что все такое фактурное. Теперь это будет сохнуть, и потом выпуклое тоже останется. Может быть, не настолько выпуклое, но тем не менее будет как такой контур. Брауберкарт, подарок Оксаны, я использовала вот здесь на волосах. Ну и здесь вот у меня какие оттенки. Вот эти два, вот они на выкраске, потом вот этот цвет, вот он, немножко этого оттенка. И у меня еще тут вторая коробочка. Я поверх использовала вот этот цвет, это белые ночи, которые, ну, серебро, в общем. У нас, напомню, меняют лифт, поэтому такой шум. Я с этим, к сожалению, ничего поделать не могу. Ну и, конечно, использовала свой большой вот этот набор. Но тут я использовала не так много оттенков. Тут у меня немножко вот этого. Вот они как бы на выкраске. И немножко использовала вот эти вот тоже на фоне, потому что здесь акварель, к сожалению, очень впитывается в бумагу, прям моментально. И вот здесь вот получилось у меня такое пятно, поэтому пришлось еще как раз таки брать вот эту пастельную акварель с белилами. Ну и поверх я перекрыла вот белые ночи серебро сверху. Таким образом, фон предполагался более такой яркий, но он и сейчас на самом деле насыщенный, просто за счет того, что сверху вот эта серебряная краска, оно более такое нежненькое получилось. Здесь я уже откровенно вот такими точечками все раскрашивала и добавляла много белил в дополнение, потому что я и лист мочила, и как угодно я пробовала, он просто вот впитывается и все, и оставляет пятна, к сожалению. Ну и потом оранжевым карандашом вот здесь вот немножечко серединку прошлась. Я вообще думала по поводу того, что, может быть, пройтись вот здесь вот контур сделать. Но я сейчас как бы видео-то буду завершать, поэтому я уже не стала здесь ничего делать. Когда это все полноценно высохнет и уже действительно будет понятен, какой оттенок, более светлое будет, более яркое или останется вот такое, там я уже решу.
И если я что-то здесь переделаю, то в конце месяца вы результат увидите, ну, как бы уже, значит, с какими-то изменениями. Но вот тут вот я заехала немножко перламутром, поэтому я верну здесь черный контур ручкой, а вот здесь, да, вполне возможно, что либо белой ручкой, либо гуашью я, конечно, пройдусь. Но я, знаете, попробую. Я попробую закрасить один цветочек, если мне так понравится, значит, я везде так сделаю. Если нет, верну тоже черный контур. Я для этого специально покупала как бы ручку, эту Биг. Она мне очень нравится. Ну, в общем, такая вот иллюстрация. Ну, с обратной стороны вот так вот все выглядит. Мне здесь очень нравятся иллюстрации, ну и хорошо, что они односторонние. Вот. Но бумага, да, увы, не акварельная. Потом все высохнет, я здесь проклею, пока ничего не разваливается, но предпосылки все же есть. Тут может быть такой момент, поэтому лучше заранее склеить, чтобы потом, знаете, листы не вылезали туда-сюда. Ну, в общем, как-то так. Можно было раскрасить и побольше, но, собственно, и планировалось, что я раскрашу больше, и видео это должно было выходить пораньше, но, увы. В связи со всеми этими событиями, со всем этим переполохом, когда мы не понимали, останемся мы здесь, перейдем куда-то на другую площадку, что будет с видео, потому что как бы основной, по крайней мере для меня момент, но он, собственно, насущный до сих пор остается, именно не из-за монетизации, хотя это все, конечно, обидно, но как бы, да, как-то пережить можно, а вот именно момент, что будет с видео, непонятно. И даже не в том, можно ли будет сюда загружать, будет ли все в безопасности, то, что уже загружено. Поэтому тут, конечно, со всеми этими нервами мы, да, и я задержала видео, то есть это по моей милости, по моей вине задержано, вот, видосик. Ой, кстати, вот здесь вот тоже можно сейчас добавить контуром что-то. Да, наверное, вот сейчас я прямо это и сделаю, и пусть сохнет. Ладно, вот такой вот был у нас с Оксаной совместник. Не забывайте переходить, сейчас появится ссылочка, переходите к Оксане на канал. Смотрите, что же раскрасила она. Вот, я благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, ну или просто, я не знаю, семейных таких уютных вечеров, мира, добра, до скорой встречи. Пока-пока.